Привет, народ! Сегодня вы будете смотреть город Буэнос-Айрес. Я нахожусь рядышком с Корриентес и Кажао райончик, чтобы кто будет спрашивать, что это за район. А я вам расскажу самую обсуждаемую нынче новость в Аргентине. Значит, наконец-то у нас пытаются сдвинуть финансовый айсберг. У нас отменяют, это будет все уже с 1 июня вступает в силу. Пока что по ДНУ это указ президента, но обещают подать это все в Конгресс для того, чтобы было потом закрепилось именно уже как бы законодательно, не только указом президента, потому что указ президента другой президент может отменить, а чтобы законодательно закрепилось уже навсегда. Значит, в чем самая обсуждаемая новость? У нас будут освобождать вас от надзора налоговой инспекции. До сегодняшнего дня, не до сегодняшнего, до 1 июня еще это все действует. У нас сейчас в таком плане есть надзор налоговый, то есть какой надзор? К примеру, вы взяли и сняли у себя со счета в банке, пошли в банкомат и сняли хотя бы 1000 песо, это $1. Сразу в налоговую инспекцию поступает информация с банка, что такой-то Вася взял наличкой $1. Или, к примеру, вы там не могли перечислить больше, чем 700 тысяч, чтобы не информировать налоговую инспекцию. Не то, чтобы не информировать вы, а банки уже информируют налоговую инспекцию о том, что вы перечислили 700 тысяч, это $700. Вы перечислили с одного счета на другой счет. Пусть это даже ваш счет. Или вы откуда-то получили с какого-то счета. У вас сразу запрашивают информацию, может заблокировать и запросить информацию, откуда эти деньги. Это все прикрывалось тем, что это, для отмывания денег нужно, там, чтобы контролировать всяких преступников и всякое десятое. Но факт остается фактом. Вы постоянно под надзором налоговой инспекции, банков и всего остального. То есть, к примеру, вы купили что-то по тархете кредитной карточкой или дебетной карточкой и сразу информировалась налоговую инспекцию, что вы купили, где вы купили, и вас могли все время спрашивать, откуда вы взяли эти деньги. Не говоря уже там про квартиры, машины и все остальное. Также, к примеру, блогер Саша тут залетел, когда перечислили ему деньги, которые его деньги, но ему перечислили на банк, и эта сумма превысила 700 тысяч, и у него были проблемы, он не мог их забрать, а потом в конечном итоге закрыли счет за то, что он перечислил, не смог объяснить финансово, откуда эти деньги. То есть все понимают откуда, но именно по бумажкам аргентинским. Факт в том, что теперь это все снимается, эти все ограничения. Факт в том, что теперь налоговая инспекция не будет интересоваться происхождением ваших денег. Тоже от определенных сумм, но суммы очень большие. Какие изменения проходят? Начали исходить из того, что лучше, знаете, есть у адвокатов такое, к примеру, что лучше пускай будет 7 преступников на улице, чем один невиновный в тюрьме, так и здесь. То есть исходить не из того, что все виновны, и надо выискать между ними еще более виновного, за всеми надо глаз да глаз. А исходить из того, что ваши деньги – это ваши деньги. И если кто-то даже есть преступник, и у него преступные деньги, таким должна заниматься прокуратура, а не банки, не налоговая инспекция, никто. Значит, будет с 1 числа что? Будет так. Вы снимаете наличку в банкомате. До 10 миллионов никакой банк не будет подавать налоговую инспекцию о том, что вы сняли наличку. 10 миллионов песо – это $10 тысяч. До 10 эквивалент, до $10 тысяч – это ваши деньги, которые банк не имеет права подавать никакую информацию о вас, что вы сняли наличку. Перечисления. Раньше были перечисления до 700 тысяч, то есть $700, и вы становились под колпаком у налоговой инспекции. Теперь перечисления до 50 миллионов. До 50 тысяч долларов вы не становитесь под колпаком налоговой инспекции. Сегодня я слушал и начальника налоговой инспекции, он все это подтверждает. Дальше. Раньше информировалась любая покупка по кредитным карточкам, дебетным карточкам и бижутерам виртуаль, то есть виртуальным всяким банкам. Теперь же отныне это будет считаться частной информацией, которую, наоборот, не имеет права карточка разглашать. Что вы купили, где вы купили, за сколько вы купили. Теперь вы можете покупать машины, допустим, там бэушные машины, туда-сюда. Кто купил, раньше все это докладывалось в налоговую инспекцию. Кто купил, кто продал, сколько денег получил. Теперь нет. Квартиры тоже нет. Купил. Все. Никакой эскрибано, который там подписывает бумаги, там не должен докладывать налоговую инспекцию, кто купил квартиру, кто продал квартиру, за какую сумму. В общем, все увеличится так, где-то в районе до 50 тысяч долларов ты положил деньги в банк, поступило перечисление до лампочки. Теперь предетерминадо, то есть считается, что ты невиновный, ты имеешь свои деньги и пользуешься ими свободно. А
кто типа виновный, пускай им прокуратура занимается, пускай доказывает, что он виновный, и тогда начинается вся вот эта процедура, что он отмывает деньги. То есть сказал, что давайте не путать финансовые институты, типа банки, налоговая инспекция и все, не будем их приписывать, чтобы они становились как бы это самое, знаете, не финансовыми институтами, а становились институтами, которые выискивают преступников. То есть, конечно, это вызывает полемику. Полемику вызывает в том плане, что я просто пошел по пустой улочке, чтобы не мешало разговаривать. Полемику вызывает то, что сразу некоторые начинают доказывать, нет, это неправильно, а как же теперь каждый преступник там от продажи какой-то травки, от продажи какого-то порошочка будет по 50 тысяч долларов укладывать, и никто его не будет контролировать. Нет, ну давайте, конечно, всю страну будем контролировать, только потому что вдруг преступник что-то уложит. То есть будут различать. Преступниками пускай занимается прокуратура, а все остальные не являются преступниками. Если у вас какие-то сбережения, значит вы можете ими пользоваться. Брать свои деньги, идти купить машину, купить землю, купить квартиру, перечислить товарищу эти деньги, взаймы кому-то их дать. Не будет налоговая инспекция теперь лезть туда своим носом и вычислять. Вот в чем прикол. Так что вот такая новость. Вы как считаете, хорошая новость, плохая? Давайте порассуждаем на эту тему. Потому что бывшие там популисты кричат, нет, это развитие преступного мира. Другие наоборот говорят, нет, наконец-то хоть какая-то финансовая свобода. То есть если ты когда-то где-то купил каких-то долларов, то ты теперь можешь не бояться их вытянуть и пойти и что-то купить, потратить, вложить в бизнес. Ну, конечно, есть и третья часть, что экономику как-то надо поднимать, потому что у нас было до этого Бланкео, на Бланкео все не рынулись, потому что все равно Бланкео Бланкеом, а экономика, одним словом, не рынулась вверх. Магазины мы часто считаем, смотрим, читаем рассказы друзей, что продажи очень упали, что у людей высосали песы и денег нет свободных, чтобы он просто бегал и покупал. Потребление, значит, не увеличилось, цены поднялись, и надо теперь как-то освободить так, чтобы инвесторы не пришли, и надо сделать как-то так, чтобы люди теперь взяли засунутые под диван доллары, как говорят, под кольчон у нас, и начали пользоваться ими, бо песо уже не хватает. Так что, с одной стороны, это вроде они ожидают, что это будет подъем экономики, с другой стороны, я поддерживаю, что все-таки нельзя, чтобы каждый раз ты, как только что-то где-то хочешь купить, как в магазине Кота, у тебя постоянно спрашивали номер документа, чтобы заложить, что ты купил. Я вчера уже начал с Кота спорить. Были в магазине, приходишь на кассу сразу, ваш номер документа. Я говорю, если я не скажу номер документа, тогда мы вам не продадим, потому что наша система не сработает без вашего номера документа. При новом законе это будет считаться частными данными твои покупки. Соответственно, всякие коты и все не смогут собирать у тебя. Там даже так и говорил сегодня, я слушал начальника налоговой инспекции, он сказал, если вас кто-то будет требовать данные о ваших покупках, вы можете пойти в Defensa del Consumidor, это защита потребителя, есть у нас такая организация, и пожаловаться на тех, кто с вас требует персональные личные данные, которые, чтобы приписать туда ваши покупки. Так что, Кото, берегись, попробуешь ты с 1 июня потребовать у нас номер документа или не продать нам продукты потом без номера нашего документа. Так что вот, я считаю, это, конечно, все-таки вправду дает больше свободы людям. Если ты заработал деньги, имеешь, то ты можешь ими пользоваться. И не оглядываясь на то, что везде глаз налоговой инспекции, везде глаз банка. Также разрешается, ну оно вроде как и было, теперь подтверждают это и сказали, что это не считается никаким правонарушением, если вы хотите свои деньги вывести за рубеж. То есть, к примеру, у тебя есть твои доллары, но ты не доверяешь аргентинским банкам, никаким правонарушением не является, что ты взял свои 50 тысяч долларов и хоба, и в другой банк, там какой-нибудь швейцарский. Потому что, как сказали, это право любого человека. Все в Аргентине свободные люди. Зарабатываем как хотим, перечисляем куда хотим. Хоть друзьям в долг, хоть машины покупаем, хоть квартиры покупаем. В общем, живем весело. А у вас как дома, интересно? Также свободно вы можете взять свои деньги, перечислить куда-нибудь свои деньги, купить что-нибудь, не докладывая налоговой инспекции и всяким надзирательным органам. Ну, надеюсь, я в принципе объяснил. Когда все будет опубликовано и вступит в силу уже 1 июня или уже тем более еще подтверждено Конгрессом, это вообще, думаю, будет очень интересная история. Это, конечно, ну такой прямо в Аргентине финансовый переворот. Следим, как будут развиваться события. Пока. Не забываем подписаться, чтобы не пропустить новых наших событий в Аргентине.
Не сказал, что вот эти про 50 миллионов песо или 50 тысяч долларов это такие как бы ограничения для частных лиц. А для юридических лиц, кто имеет какую-то фирму, то все там немножко меньше. Там до 30 тысяч долларов все-таки юридические фирмы будут чуть-чуть более контролируемые. А частники, да, то есть до 50 тысяч долларов. И еще не знаю точно, надо уточнить, это разово или в месяц. Насчет этого как бы я так сильно не услышал, разово или раз в месяц.